Всем привет! Сегодня у нас сравнительный обзор аккумуляторных шуруповертов со съемными патронами. Это Bosch GSR12V15FC и Metabo PowerMax BS Quick Basic. Обе модели щеточные с быстросъемными патронами. Также хочу заметить, что у Metabo есть версия с патроном, который откручивается, но я специально взял версию Quick, чтобы тест был максимально объективным. По техническим параметрам модели очень схожи. Также на каждую из них можно докупить и использовать насадки вместо патрона. Например, угловые или со смещенным центром. Начнем с габаритов. Как видим, Bosch чуть ниже, чем Metabo, на 8 мм. 178 против 186 мм. В длину с патроном они равны. Metabo 182 мм, Bosch не нашел такой информации, но будем считать, что так же. Обе модели оснащены индикатором емкости аккумулятора на 3 деления и подсветка рабочей зоны. Только вот у Metabo она сразу гаснет, а у Bosch горит еще 10 секунд. По оборотам Metabo 360 на первой и 1400 на второй. Регулировка усилия на 20 значений. Диапазон на трещотке от 0,5 до 5 Нм, а максимальный крутящий момент 17 мягкий и 34 жесткий. У Bosch на первой 400, на второй 1300 оборотов в минуту. Переключение одинаковое. Первая к себе, вторая от себя. Регулировка усилия на 20 значений тоже. Максимальный крутящий момент мягкий 15, жесткий 30 Нм. Какие параметры на трещотке, я не могу сказать. Bosch такой информации не дает. Теперь по патронам. Для снятия патрона у Bosch нужно повернуть фиксирующую гильзу по часовой стрелке. У Metabo фиксирующая гильза оттягивается и патрон снимается. И теперь самое интересное. Со снятым патроном Bosch становится короче. 132 мм против 136. И за счет этого из всех 12-вольтовых щеточных шуруповертов Bosch самый компактный, если без патрона. Есть у меня две биты Makita торсион 50 мм. И вот наглядный пример с установленными битами. Что касается самих патронов. У Bosch он более массивный. По надежности не скажу. Владельцы данных шуруповертов, прошу написать, как часто ломаются такие патроны и ломаются ли вообще. И сразу отвечу на вопрос об обратной совместимости. Нет, патроны не подходят. У каждого своя система. Устанавливаются патроны в обратном порядке так же, как и снимались. По устойчивости Bosch с установленным патроном нельзя ставить стоя. Metabo без проблем. Проверим биение и люфты патронов. Есть у меня для этого сверло 3,5 мм.
Как видим, у метаба есть небольшой радиальный люфт. У Bosch то же самое. Хочу сказать, что от этого никак не уйти, если мы хотим шуруповерт со съемным патроном. По поводу магнита в шпинделе. У метаба он есть и служит только для фиксации бит. Саморезы он уже не магнитит. То же самое касается Bosch. Магнит есть, но он только для того, чтобы держать биту в шпинделе. Так как Bosch неустойчиво стоит с патроном, будем замерять вес по отдельности. Патрон 191 грамм. Шуруповерт 829 грамм. У метаба патрон 172 грамма. Шуруповерт 830 грамм. На этом можем подводить итоги. Если вы ждали еще тесты по данным моделям, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях, я сниму обязательно продолжение. Какую модель выбрать для покупки, конечно же, решать вам. И у Metabo, и у Bosch есть свои поклонники. У Metabo очень привлекательная цена, и переплачивать только за компактность, скорее всего, не будут. Но и у Metabo есть один минус. Это то, что на этих аккумуляторах, кроме шуруповертов, уже ничего нет. Возможно, что, конечно, вряд ли немцы пересмотрят свое отношение к этой линейке инструмента и возобновят производство. Но, как я и сказал, вряд ли. А пока всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Всем пока.